вязании сумочки мне понадобится готовое донышко. Размер донышка 24,5 на 8. В нем 56 отверстий. Диаметр каждого отверстия 4 мм и расстояние между центрами отверстий 1 см. Вы можете использовать любое готовое донышко любого размера или сделать аналогичное донышко по моему мастер-классу. Ссылочку на мастер-класс я добавлю в конце видео. Вязание сумочки мы начинаем с обвязки донышка. И в первую очередь мы должны решить для себя, сколько прибавок и в какие отверстия мы должны сделать. Количество прибавок зависит от толщины шнура, который мы будем использовать при вязании сумочки, от расстояний между отверстиями и от того, насколько широкой вы хотите видеть саму сумку. В обязательном порядке мы делаем прибавки по углам донышка. Я буду делать по 3 прибавки в каждом уголке. И еще по 3 прибавки я хочу сделать по длинной прямой стороне, равномерно их распределив. Одна прибавка у меня будет ровно посерединке, и еще 2 прибавки между серединкой и уголком. Для вязания я буду использовать полиэфирный шнур толщиной 3 мм и крючок 4 мм. Обвязку донышка начинаем с узкой боковой части, для того, чтобы место соединения оставалось сбоку сумочки и было менее заметным. Итак, вставляем крючок в среднее отверстие, берем рабочую нить, небольшой кончик справа, захватываем и протягиваем через отверстие. Нить вытягиваем всегда перпендикулярно донышку, посвободней, заводя крючок за границу донышка. Затем короткий кончик нити мы располагаем вдоль донышка, мы будем его прятать за столбиками и начинаем набирать столбики для обвязки. Захватываем рабочую нить и делаем первый столбик. Далее у нас идет второй столбик. Все то же самое. Вводим крючок, захватываем рабочую нить, вытягиваем ее, короткий кончик вдоль донышка, даже немножко с изнанки. Еще раз захватываем рабочую нить, второй столбик. Далее я должна сделать 3 прибавки. То есть в каждое из 3 отверстий я буду провязывать сразу по 2 столбика. Первый столбик. Сюда же. Второй столбик. Далее вторая прибавка. И значит 2 столбика. Первый и сюда же. Второй. И третья прибавка. Первый столбик и сюда же второй. Мы плавно перешли на прямую сторону. По этой стороне у меня будет 3 прибавки. Я уже посчитала. В моем случае у меня между прибавками получается по 4 свободных отверстия. Вот в эти отверстия у меня будут по одному столбику провязаны. И вот под места под маркерами у меня будет провязано по 2 столбика. Прибавки, 3 прибавки на вот этой длинной прямой стороне. Итак, вяжем 4 одинарных столбика.
И делаем прибавку. То есть в одно отверстие вяжем сразу 2 столбика. Раз. И сюда же 2. Дальше у меня опять 4 одинарных столбика. Четыре. И прибавка. Раз. И сюда же 2. Важно, чтобы наша обвязка не стягивала донышко. Если донышко будет здесь тянуться, соответственно, такого количества прибавок недостаточно, и необходимо сделать прибавки чаще. Продолжаем. 4 одинарных столбика. Прибавка. Раз. И сюда же 2. Далее 4 одинарных столбика. И вновь мы на уголке, и нам необходимо сделать 3 прибавки. Раз. И сюда же 2. Вторая прибавка. Раз. И сюда же 2. И третья прибавка. Раз. И сюда же 2. Далее вяжем 3 одинарных столбика. Раз. 2. 3. И на уголочке опять 3 прибавки. Раз. Сюда же 2. Вторая прибавка. Раз. Сюда же 2. И третья прибавка. Раз. И 2. Далее по прямой стороне у меня 3 прибавки через каждые 4 отверстия. Итак, вяжем 4 одинарных столбика. Раз. 2. 3.
4, прибавка, 1 и сюда же 2. Далее 4 одинарных столбика. 1, 2, 3, 4, прибавка, 1, сюда же, 2, далее 4 одинарных столбика, 3 прибавка по этой стороне, 1 и сюда же 2. Далее 4 одинарных столбика, 1, 2, 3, 4, уголок, и мы делаем 3 прибавки, 1, сюда же 2, 2 прибавка, 1, сюда же 2 и 3 прибавка, 1 и сюда же 2. У нас остается последнее отверстие. Мы делаем простой одинарный столбик и переходим к соединению обвязки. Для соединения ряда мы немного вытягиваем петлю на крючке. Крючок вводим под первую горизонтальную косичку. Она находится между первым и вторым столбиком обвязки. Завели, захватили нашу петельку и перетянули ее наизнанку. Затем мы вводим крючок под эту петельку между первым и последним столбиком обвязки. Одеваем на крючок петлю, подтягиваем ее так, чтобы вот это расстояние было такое же, как и все остальные полупетли обвязки. Подтянули, захватили рабочую нить и протянули ее через все ниточки на крючке. Вытянули перпендикулярно донышку, еще раз захватили рабочую нить и сделали первый столбик второго ряда. После того, как мы завершили первый ряд обвязки, обязательно посмотрите на свое донышко. Не стянуто ли оно? Дно должно лежать свободно, обвязка не должна его стягивать и не должна быть слишком свободной. То есть, если где-то ваше донышко стянулось, значит, вам необходимо сделать большее количество прибавок. Оно может быть совершенно любым, иногда даже в каждое отверстие, в зависимости от толщины пряжи и расстояния между отверстиями. Об этом я вам уже говорила. В моем случае все ровно. Моих прибавок мне вполне достаточно, и я перехожу к вязанию следующего ряда. Еще раз напомню, что у меня было по 3 прибавки на каждом уголке донышка и еще 3 прибавки по прямым сторонам. Второй ряд мы будем вязать простыми столбиками
без накида точно так же, как и вязали обвязку, только они будут покороче. И еще я в этом ряду хочу сделать 4 прибавки для того, чтобы стеночки моей сумки были свободнее. Прибавки я буду делать по уголкам в серединке вот этого двойного столбика. Вот здесь у нас на уголке было 3 двойных столбика, и вот в средней я буду делать опять двойной столбик. Итак, петля на крючке у нас маленькая, для того, чтобы столбики хорошо были прижаты друг к другу. Мы вводим крючок между столбиков под косичку по краю изделия. Захватываем рабочую нить, вытягиваем ее и вытягиваем ее подлиннее, до высоты петли на крючке, для того, чтобы сама петелька закрывала собой пространство между столбиков. И теперь провязываем 2 ниточки на крючке вместе. И продолжаем все делать то же самое. Петля на крючке коротенькая, мы вводим крючок под следующую косичку, вытягиваем нить подлиннее и провязываем 2 ниточки на крючке вместе. Доходим до уголка. Вот наш уголок. И вот здесь вяжем сразу 2 столбика. Это будет наша прибавка. Раз, и сюда же 2. Вот такие столбики без накида у нас получаются. Все, дальше мы вяжем весь ряд столбиками без накида. И не забываем сделать еще 3 прибавки по уголкам. Сейчас вяжем этот ряд полностью самостоятельно и встречаемся вот здесь для того, чтобы сделать соединение ряда. Я полностью провязала второй ряд столбиками без накида, сделала 4 прибавки по уголкам. И обратите внимание, что полотно лежит ровненько по-прежнему, ничего не стягивается. И перехожу к завершению ряда. Немного вытягиваем петлю на крючке. Наш первый столбик, последний столбик. Вводим крючок под первую горизонтальную косичку. Она находится между первым и вторым столбиком этого ряда. Набрасываем на крючок петлю и перетягиваем ее наизнанку. Далее вводим крючок между первым и последним столбиком. Набрасываем опять на крючок нашу петельку. Подтягиваем рабочую нить так, чтобы вот эта ниточка была точно такая же, как и все остальные, по краю изделия. Захватываем рабочую нить и протаскиваем ее через все ниточки на крючке. Подтягиваем перпендикулярно донышку и делаем столбик третьего ряда. Третий ряд вяжем точно так же столбиками без накида. Не забываем вытягивать вторую петельку подлиннее, для того, чтобы она собой заполняла пространство между столбиков. Итак, сейчас самостоятельно вяжем третий ряд полностью, уже без всяких прибавок. И встречаемся вот здесь для соединения ряда. Итак, ряд провязан полностью. На этом этапе уже видно, что наши стеночки начинают закругляться кверху. Можно им помочь руками. И мы переходим к соединению этого ряда. Повторяем все то же самое. Вытягиваем петлю на крючке, вводим крючок под первую горизонтальную косичку, перетягиваем нашу петлю наизнанку, вводим крючок между первым и последним столбиком, на крючок нашу петельку, подтягиваем рабочую нить, так, чтобы все петельки поверху были одинаковой длины, и провязываем все ниточки на крючке. Делаем
первый столбик следующего ряда. Вот здесь вот находится наше соединение, и я рекомендую по мере вязания немного здесь выравнивать петельки, чтобы они становились в одну линию ровненько, чтобы не было никакого перекоса. То есть после вязания каждого ряда немножко поправляйте это место. Далее мы вяжем самостоятельно необходимое вам количество рядов на нужную вам высоту сумочки. Высота моей сумочки от начала обвязки вот отсюда 23 сантиметра. Я провязала с вами 2 ряда столбиками без накида и еще 21 ряд. То есть 23 ряда столбиками без накида плюс обвязка. Сейчас вяжите самостоятельно, без прибавок, без убавок, все точно так же, как мы вязали до этого. И встречаемся в последнем ряду для завершения вязания. Обратите внимание, что сам узор сумочки имеет небольшой наклон в правую сторону. Это из-за того, что каждый столбик последующего ряда вяжется правее предыдущего. Поэтому небольшой наклон присутствует. И вот оно, наше соединение. Оно находится на боковой поверхности сумочки и практически незаметно. Итак, последний ряд, ряд обвязки. Обвязывать сумочку мы будем соединительными петлями. Для этого мы завершаем наш текущий ряд, но немножко по-другому. Мы точно так же перетягиваем петлю наизнанку, а далее мы вставляем крючок не между столбиков, а вот раздвигаем вот эти две ниточки и вставляем крючок между ними. Вот так. И теперь уже надеваем петлю на крючок. Подтягиваем рабочую нить так, чтобы ниточка вот здесь под крючком была такой же длины, как и все нити по краю изделия. И делаем петельку воздушную, но не провязываем ее. Петельки делаем вот эти свободно, чтобы верх сумочки не стянуть соединительными петлями. Далее мы вставляем крючок в следующую косичку по верху изделия под верхнюю полупетлю. Вытягиваем вторую воздушную петлю и теперь вторую петлю протягиваем через предыдущую. И повторяем. Петелька, вытягиваем через предыдущую. Петелька через предыдущую. И вот такая обвязка у нас должна получиться. Сейчас самостоятельно обвязываем полностью верх сумочки до конца. И встречаемся вот здесь, в начале соединения, для того, чтобы красиво и аккуратно завершить вязание. Провязали полностью обвязку до конца. Вот наша первая петелька, первый столбик. Вот последний столбик ряда и вот последняя петелька. Теперь можно обрезать рабочую нить, оставив небольшой кончик. И вытягиваем петельку на крючке. И теперь завершаем ряд. Для этого вставляем крючок, можно взять крючок поменьше, под нашу первую соединительную петельку, под косичку. Захватываем кончик рабочей нити, перетягиваем его. И теперь прячем вот сюда, в то же место, откуда он и выходит, только с изнаночной стороны. Крючок заводим в серединку косички и захватываем перемычку за ней, так, чтобы на крючке было 2 петли. Вот так. Захватываем нашу рабочую нить и перетягиваем ее на изнанку. Формируем красивую петельку, вот так, чтобы по длине она не отличалась от других. И теперь прячем ниточку с изнаночной стороны между столбиков.
Все, наше соединение готово. А излишки ниточки можно обрезать и кончик обязательно прижечь. Наша сумочка почти полностью готова. И теперь можно пришивать к ней ручки. Одну ручку я уже пришила. И сейчас я покажу, как я это делала. Крепить ручку я буду вот сюда. Здесь у меня 4 столбика. И по их уголочкам в 4 отверстия я буду крепить ручку. Для удобства берем самый тонкий крючок. Шнур с изнаночной стороны. И перетягиваем его. Далее крючок уже заводим с изнаночной стороны. Перетаскиваем шнур на изнанку. Теперь наискосок. Сделать, конечно, непросто. Дырочки в ручках маленькие очень. Но все возможно. Последнее, 4-е отверстие. Теперь остается закрепить нити с изнаночной стороны. Сейчас верхнюю ниточку нужно перетащить пониже. Теперь связать эти 2 ниточки. Лишний шнур обрезаем и прячем между столбиков. Излишки обрезаем. И обязательно слегка прижигаем зажигалочкой. Вот так. Сумочка полностью готова. Ручки надежно закреплены. Внутри все спрятано, все аккуратненько. Если мой урок вам понравился,
и был для вас интересным, то поддержите меня лайком и комментарием. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы приходили уведомления о моих новых уроках. Всем спасибо за просмотр и до встречи в следующих видео.